Юлия Михальчик, композитор и исполнительница песен, лебедь белой российской эстрады. Настойчивая и целеустремленная, певица с начала нового тысячелетия заявила о себе как бронзовая финалистка третьей «Фабрики звезд». Обладательница «Золотого граммофона» 2005 года, победительница фестиваля «5 звезд» Гран-при. В 2019 году на «Новой волне» Михальчик представила новый международный проект «Снова и снова» и стала лауреатом премии «Шансон года». Детство и юность. Сланцы, Санкт-Петербург. Девочку, родившуюся зимой 1985 года в дружной и любящей семье Жанны и Сергея Михальчик, назвали Юлией. Родители жили в городе Сланцы Ленинградской области. Страсть к пению наблюдалась в девочке практически с рождения, поэтому Юлю привели в музыкальную школу даже раньше, чем в общеобразовательную. Во время обучения шестилетняя ученица впервые выступила со сцены с забавной песенкой «Кис-кис-мяу». Вот и вся музыка, и навсегда запомнила щедрые зрительские аплодисменты. С той поры и решила, что станет артисткой. Папа и мама, как вспоминала потом Юлия, поддержали ее стремление, и дочь всегда прислушивалась к их мнению как к самому честному. Сама к себе я отношусь критично. И мои родители относятся так же ко всему, что я делаю. Они очень объективные люди. Папа вообще строгий. Оба – моя лакмусовая бумажка, моя фокус-группа. Мне кажется, это правильно. Кто еще должен говорить правду, как не родители? Когда будущей артистке исполнилось 10 лет, мама повезла ее на музыкальный конкурс в Санкт-Петербург. Это была первая большая сцена Михальчик в рамках детского фестиваля «Саманта». Ее выступление настолько поразило жюри, что вскоре девочку пригласили вне кастинга в детский хор, радио и телевидение 5 канала. Несколько лет вместе с коллективом Юля выступала на различных сценах, была участницей всевозможных музыкальных конкурсов. Под конец прошлого века девочка в первый раз завоевала гран-при фестиваля «Звонкие голоса». Также в списке личных наград появились призы янтарной звезды из Юрмалы, голосов мира из Нарвы, фестиваля «Молодой Петербург». Начало нового тысячелетия принесло 16-летней певице победу и гран-при в «Кумирах Ксивека». Через год девушка становится солисткой группы «Корона» из Санкт-Петербурга, записав вместе с этим коллективом 3 композиции «Это не любовь», «Ночной блюз», «Синие глаза». Сотрудничество оказалось недолгим. Михальчик училась в выпускном классе и решила некоторое время плотно посвятить образованию. Получив аттестат и серебряную медаль, Юлия поступила в Питерский университет профсоюзов, чтобы заняться изучением пиар-технологий. Была отчислена после 1-го курса, поскольку систематически пропускала занятия. Но у девушки на то была причина. Ее пригласили на канал ТНТ в качестве ведущей молодежной передачи. Во время учебы в университете я выступала на всех творческих мероприятиях и вела утреннюю программу для молодежи на ТНТ. За это мне полагалась скидка на обучение. Я очень хотела, чтобы родителям не надо было платить за мою учебу. Я была отличницей. Кроме того, успевала расписывать все подводки к рубрикам с 7 до 9 утра ежедневно и сама же вела этот проект. Тем не менее, несмотря на отчисление, Юлия все же получила высшее образование в Российском государственном гуманитарном университете по той же специальности, а работа на ТНТ сделала ее узнаваемой, что способствовало приглашению исполнительницы на проект «Фабрика звезд 3», который принес ей настоящую славу. «Фабрика звезд» и роман с Шульгиным. Осенью 2003 года продюсер Александр Шульгин предложил Михальчик принять участие в проекте «Фабрика звезд 3». Как рассказывала певица, она сначала сомневалась, но потом все же приехала в Москву. Первым запомнившимся хитом, записанным Юлией во время «Фабрики», стала песня «Птица», за которую певица удостоилась золотого граммофона. Зрителям понравилась юная артистка с проникновенным голосом. При их поддержке и покровительстве Шульгина для Юлии композитор написал, по ее словам, 6 песен. Она вышла в финал и завоевала бронзу. «Он меня больше всех муштровал. Я единственная могла записываться в студии ночами до слез. Работала над пластикой. Он лепил меня». Но фурор произвело другое событие, инициатором которого стал Александр. Шульгин стал для Юлии не только проводником в мир шоу-бизнеса, но и возлюбленным. В финале проекта он сказал молодой певице: «Я предлагаю тебе руку по жизни». Роман с продюсером, недавно со скандалом разведшимся с Аллой Перфиловой, Валерией, был в самом разгаре. Поэтому Михальчик восприняла его слова как предложение руки и сердца и позже во всеуслышание заявила о скорой свадьбе.
Но Шульгин, будучи к тому же на 20 лет старше своей избранницы, не поддержал идею похода в ЗАГС, объясняя, что его предложение касалось совместной работы. Поездка в Египет с возлюбленным принесла еще одно разочарование. По словам Юлии, в путешествии Александр вел себя очень агрессивно. Сам продюсер опровергает ее слова. Домой она вернулась уже свободной девушкой. Юлия настолько болезненно переживала происходившее, что на нервной почве у нее развилась анорексия. Девушка боялась поправиться даже от глотка воды. Ситуацию снова спасли родители. Они приехали в Москву и перевезли дочку, в которой на тот момент осталось 40 килограммов, в госпиталь военно-медицинской академии. В течение месяца врачи занимались восстановлением здоровья певицы. Последующие месяцы девушка принимала антидепрессанты, а затем сама себе их отменила, чтобы не превращаться в овощ, как сказала в одном из интервью. Дальнейшая карьера. В 2004 году Юлия снова выходит на сцену, уже при поддержке продюсерского центра Виктора Дробыша. Там же Михальчик работает над первым сольным альбомом «Если придет зима», который стал хитом продаж 2006 года. В радиоэфирах появились ее композиции со льдом. Клипе на песню снял актер Владимир Шевельков, и особенно понравившаяся поклонникам «Лебедь белая». На некоторое время певица избрала манеры исполнения ретро-стиль, записав еще один альбом «Косы». Привыкшая по жизни к конкурсам, Юлия в 2008 году решила попробовать свои силы на Евровидении, но удача в тот момент улыбнулась Диме Билану. Тогда она приняла приглашение композитора Игоря Демарина и спела партию Шарлотты в рок-опере «Парфюмер», поставленной по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда. Зрителями были отмечены и ее недюжинные актерские данные. 2011 год также принес Юлии выпуск третьего альбома «Ретро-хиты», хотя материал для него был подготовлен еще в 2008. Следующие 2 года девушка изредка радовала поклонников новыми работами «Матушка-река», «Одна свеча», а в марте 2013 года заперлась в студии и записала десяток новых песен, вошедших в биографический сериал, посвященный Валентине Толкуновой. Летом того же года Михальчик дала интервью, в котором рассказала о планах вскоре вернуться на сцену. Но случилось все ровно наоборот. Юлия пропала с радаров на целых 6 лет. Она родила сына, и материнство стало для нее первоочередной задачей. Обиднее не реализовать себя как мама к 35 годам, а не отсутствие популярности, считала певица. Зарабатывала Юлия тем, что выступала с гастролями, преимущественно в странах СНГ, и на корпоративах. Личная жизнь Юлии Михальчик. После болезненного разрыва с Александром Шульгиным Михальчик некоторое время не воспринимала отношения с мужчинами, затем недолго встречалась с певцом Евгением Онегиным. А в 2009 году встретила Владимира Гоева, бизнесмена на 2 года старше исполнительницы. По словам певицы, молодой человек был настолько красив, что она даже робела перед ним. 2 года встреч завершились свадьбой и надеждами Юлии на крепкую, счастливую семью, такую же, как у ее родителей. Первые 2 года все так и было. Весной 2013 года у пары родился сын Александр, чье рождение супруги старались скрывать, пока папарацци не запечатлели семью в полном составе на прогулке. Когда мальчику исполнилось 3 года, Михальчик подала на развод. Позже в одном из интервью она объясняла свое решение тем, что Владимир очень неправильно себя вел в семейной жизни. «Не могу никак с этим смириться, не должно быть измен. Я верю в светлую и чистую любовь. Перед глазами всегда был пример моих родителей, которые вместе еще со школы. Так и должно быть. Замужество стало для меня очень серьезным и важным шагом. Я не планировала развода, для меня в один момент рухнул мир. Там и измены, и все, что может быть, все было. О таких моментах нельзя рассказывать. Тем не менее, я Владимира очень уважаю. Он очень образованный человек, с чувством юмора и массой положительных качеств. Надо сказать, что даже будучи беременной, певица не оставляла работу. В сериале, снятом о Валентине Толкуновой, она исполнила более 10 песен из репертуара легендарной артистки и озвучила главную роль. Михальчик была лично знакома с Толкуновой с 2006 года благодаря Шульгину, познакомившему их на осеннем благотворительном балу. Вместе с Александром в 2010 году они провожали знаменитую певицу в последний путь. Тогда же в кулуарах снова заговорили о воссоединении пары, но Юлия уже встречалась с Гаевым и собиралась за него замуж. После развода Юлия пообещала, что если в дальнейшем и будет строить отношения с новыми мужчиной, то сделает их максимально непубличными. Юлия Михальчик сейчас.